Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот многослойный цветочек. У него 3 ряда лепестков и узелки. Вот так вот он выглядит. Ниточки, которые мы будем использовать, это Макси. Это стопроцентный хлопок. Метраж нитки 100 грамм, 565 метров. Крючок 1,05 или 11 номер. Начинаем с первой петли. Сделайте первую петлю и провяжите 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь нужно соединить петли в колечко. Вставьте крючочек в первую петлю и соедините колечко. Вот у нас получилось колечко. Теперь нам нужно с вами провязать 60 столбиков с накидом, чтобы образовалась вот эта вот ягодка, середина цветочка нашего. Итак, в середину кружочка начинаем вязать столбики. И считаем до 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И продолжаете вязать до тех пор, пока у вас не закроется вот эта дырочка, и вы не провяжете 60 столбиков. Продолжаем. 25, 26. Вот видите, так вот ягодка постепенно увеличивается. 27, 28, 29 и 60. Вот мы с вами провязали 60 столбиков. У нас получилась вот такая вот ягодка. Теперь переходим к следующему ряду. Следующий ряд у нас это вот эти вот узелочки. Сейчас будем вязать эти узелочки. Для того, чтобы связать узелок, нам нужно сделать 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Сделали 3 петли. Теперь вокруг этих петель нужно сделать обвитие. Смотрите, подняли петельку на крючок, ниточку, обвели крючок под цепочкой и подхватили ниточку здесь. Вот один виточек. Точно так же второй виточек, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8. Вот так вот 8 виточков, 8 пар виточков сделали вокруг цепочки. Теперь поднимаем рабочую нитку на крючок и протягиваем ее, придерживая пальчиком, через все петли на крючке. Протянули, протянули. Вот у нас так вот получилось. Теперь сделаем этот стежок по ягодки 1, и во вторую сделаем еще один стежок и протянем вот так вот через обе петельки. Вот у нас получился вот такой вот узелочек. Таких узелочков нам нужно связать 8 штук вот, по кругу. Давайте следующий узелок точно так же делаем 1, 2, 3 воздушных петли сделали. Теперь делаем, обвиваем эту цепочку виточками, да, подняли ниточку, обвили 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 и 8. Вот второй виточек точно так же сделали, второй узелочек. Поднимаем ниточку и протягиваем ее через все петли на крючке. Протянули. Теперь смотрите, вводим крючок в следующую петельку на ягодке, провязываем нить один раз, вводим в следующую петлю и провязываем нить через все петли на крючке. Вот у нас второй узелок. Таким же образом продолжаем вязать до конца ряда, пока у нас не образуется 8 узелочков. Вот у нас 8 узелок готов. В ягодку, в следующую петельку делаем так глухую петлю и в следующую петельку вводим крючок и протягиваем через все петли на крючке. И вот мы закрепили с вами последний 8 узелок. Смотрите, дальше у нас идет ряд лепестков. Вот ряд узелков мы закончили. Дальше будет идти ряд вот этих вот лепесточков. Что для этого нужно? Оставляем ягодку повернутой к себе вот изнаночкой. Это изнаночная сторона. И давайте начинаем следующий ряд. Делаем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Теперь смотрите, вот у нас между узелками нужно провязать, вот так между узелками поднять крючочек, ввести и провязать столбик без накида. Вот так вот 1, 2. Вот у нас закрепляется вот эта вот маленькая цепочка из 3 петель, закрепляется между узелками столбиком без накида. Следующие 2, 3 воздушных петли и точно так же между узелками находим вот так вот место и закрепляем столбиком без накида. Еще 1, 2, 3 воздушных петли и между узелками вот так вот закрепляем столбиком без накида. 1, 2, 3 и столбик без накида вот так под узелки, ну под, даже не знаю как это сказать, там где соединяются 2 узелка, вот у нас здесь вот такая вот перемычечка, вот под нее делаем столбик без накида. Вот смотрите, вот мы ее вот так вот делаем. Так, сколько? 1, 2, 3, 4, 5. В общем, до конца ряда делаем вот такие вот небольшие арочки из 3 воздушных петель и закрепляем их между столбиками. Это мы вяжем по изнаночной стороне сейчас. 1, 2, 3. Так, и еще вот 7-я арочка закрепляем. Вот и 1, 2, 3. Вот 8-я арочка. Вот в начале ряда тоже закрепляем вот так вот столбиком без накида. Вот, смотрите. Теперь поворачиваем уже ягодку, вот этот вот серединку цветочка к себе лицевой стороной. Уже вот этой стороной к себе поворачиваем. И сейчас будем делать лепесточки. Лепесточек очень простой. Сначала вот у нас вот эта вот цепочка из 3 воздушных петель. Вводим под нее крючок и делаем столбик без накида. Вот 1. Теперь столбик с накидом. Набрасываем ниточку 1 раз. И делаем столбик с накидом. 4 штучки. 1, 2, 3 и 4. Вот мы провязали 4 столбика с накидом. И в конце лепестка снова под эту же самую арочку делаем столбик без накида. И вот смотрите, вот у нас получается вот такой вот лепесточек. Точно такую же обвязочку повторяем над каждой арочкой. Делаем 8 лепесточков. Вот смотрите, находим следующую арочку. Вот она, следующая. И сразу же начинаем
Вот ничего, прям не заморачиваемся. Вот здесь мы отвязали столбик без накида, вводим крючок под следующую арочку и делаем столбик без накида. Вот, все сделали, маленький. Теперь столбик с накидом, набросили нить и 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4 столбика провязали, и в конце лепесточка снова столбик без накида. Вот, и такую вот обвязочку повторяем до конца ряда под каждую арочку. Вот смотрите, вот мы с вами закончили ряд, закончили 8 лепесточков. Теперь будем делать следующий ряд, следующие лепесточки. Вот этот вот ряд. Так, для него мы точно так же сначала должны провязать арочки. Вот после 8-го лепесточка начинаем вязать цепочку. 1, 2, 3, 4, 5 петель. Вот провязали цепочку из 5 петель. Теперь смотрите, поворачиваем цветочек изнаночкой и находим вот этот вот столбик без накида, который был между лепестками. И вот за него вводим крючок вот сюда вот. И здесь делаем столбик без накида. Вот закрепили. Между лепестками, вот здесь вот между лепестками с изнаночной стороны сделали столбик. Следующее 5, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И точно так же между следующими лепестками вот за столбик вводим крючочек, вот, чтобы вам видно было, вот сюда. И делаем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек и столбик без накида между лепестками. И вот подобные арочки мы с вами повторяем до конца ряда. Здесь вот смотрите, вот между первым и последним лепестком вот сюда вот вводим крючок. Вот где-то вот здесь. Вот вводим крючок и делаем столбик без накида. Все. Сделали. Теперь начинаем обвязывать вот эти вот арочки, чтобы у нас получились лепестки. Для этого вводим крючок под арочку и делаем первый столбик без накида. Обычный маленький столбик без накида. А теперь делаем 6. 1, 2, 3. А теперь сделаем 6 столбиков с накидом под эту же арочку, чтобы образовался лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с накидом. И в конце лепесточка делаем в эту же арочку столбик без накида. Вот так вот. И все. Вот у нас получился такой вот лепесточек второго ряда. Второй ряд лепесточков. И точно такие же лепесточки мы повторяем под каждую арочку. Сначала столбик без накида. Теперь 6 столбиков с накидом. 1 накид, 2, 3, 4, 5 и 6. И в конце лепесточка столбик без накида. И вот таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Итак, закончили ряд, довязали 8-й лепесток. Теперь нужно начать третий ряд лепестков. Вот последний третий ряд самых больших лепестков сейчас будем делать. Для этого нужно провязать цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2,
3, 4, 5, 6. И точно так же закрепляем эту цепочку за столбик между лепестками. Вот сюда вводим крючочек и делаем столбик без накида. Следующие 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. И между следующими лепестками закрепляем столбиком без накида. Вот сюда вот вводим крючок и закрепляем столбиком без накида. Следующий 1, 2, 3, 4, 5, 6. И аналогичным образом повторяем до конца ряда. Вот завершающий лепесточек в этом ряду, вот 6 петелек, и закрепляем его между первым и последним столбиком в ряду. Вот сюда вот вводим крючок, делаем столбик без накида. Вот сделали. Следующий шаг — это обвязать вот эти вот цепочки столбиками, чтобы у нас получился лепесточек. Вводим крючок под арочку и делаем первый столбик без накида. Вот сделали. Теперь нужно сделать 8 столбиков с накидом. 8. Накид и столбик. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вот 8 столбиков с накидом сделали. И в конце лепестка делаем маленький столбик без накида. Вот так вот. И у нас лепесточек заканчивается. Вот такой вот лепесточек третьего ряда. Самый большой. Точно таким же образом повторяем над каждой арочкой и до конца ряда делаем наши лепесточки. И вот заканчиваем 8 лепесточек. Пятый столбик, шестой, седьмой, восьмой и маленький столбик в конце, столбик без накида в конце лепесточка. Вот так вот. Все, вот смотрите, цветочек готов. Цветочек готов. Ниточку мы обрезаем и протягиваем ее через последнюю петелечку. Протянули. Дальше, как обычно, ниточку нужно закрепить. Протягиваем ниточку в иголку. И смотрите, по изнаночной стороне нужно закрепить ниточку. Я ее вывожу вот сюда вот несколькими стежками. Вывожу ее аж до самой ягодки. Вот так вот цепляем. И теперь вот под петли ягодки несколько стежков. И у нас ниточка будет надежно закреплена и никогда никуда не выдернется. Вот все. Вот под самую ягодку закрепила. Все. Ниточка закреплена. И теперь мы ее обрезаем близко к краю. И все, вот наш с вами цветочек готов. Смотрите, вот такие вот, смотрите, вот такие вот цветочки мы с вами будем использовать в нашем красном платье. Желаю вам творческих успехов. До свидания. До новых встреч.